Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто случайно заглянул на канал Таро Инспирационе. Пассианс, Таро расклад. Что меня ждет в ближайшее будущее? Что вас ждет, мои дорогие, в ближайшем будущем? И, возможно, у вас сейчас какие-то внезапные перемены или какие-то события происходят, когда вы в некотором замешательстве. Давайте мы попробуем разложить на двух колодах карт. По сути дела, есть у меня такой пасьянс. Обычно я делаю на старинном цыганском. Этот не старинный, а как раз новый. Я надеюсь, он нам даст какие-то подсказки. Но и на картах Таро мы тоже раскроем, в зависимости от тех образов, которые нам выпадут. И вначале традиционно мы сделаем сигнификацию, чтобы вы могли определиться, насколько ваша ситуация подходит той, которую нам будут рассказывать карты, раскрывать эти самые знаки судьбы. Вот как раз я на знаки и надеюсь по части пасьянса. Будем реалистами, всегда об этом говорю. Любой расклад не расскажет о личной истории, перипетиях, то, что вы чувствуете, каждого из вас. Но весь фокус в том, что если мы отключим эмоции, любой Таро-расклад как раз к этому располагает, чтобы рассмотреть свою ситуацию, а ведь каждый думает о чем-то своем, вот так непредвзято, спокойно. Позволить вести ваши интуиции в сторону тех подсказок, которые для вас, для именно вашей судьбы, для вашей жизни наиболее приемлемы. Вот какие знаки судьбы будем с вами узнавать. Итак, сигнификация, кто вы? Шестерка пентаклей. Ну, или вы сейчас решаете и достаточно успешно вопросы по части финансов, либо на продолжительное время вы какую-то новую стратегию, тактику меняете. В принципе, вы озадачены вопросами финансового благополучия, есть у вас такой приоритет. Или вы хотите развивать свое личное творчество, вы делаете карьеру, или вы задумываетесь о вторичном доходе. Все же это у нас пентакли. Или для кого-то из вас сейчас патовая ситуация конкретно сложилась, потому что вы кому-то дали в долг. Или вы на кого-то потратились. И есть у вас какие-то планы свои, но вот кольчужка-то маловато. Как-то, ну, может, по крайней мере, для кого-то из вас, с одной стороны, нам показывают уверенного профессионала и достаточно стабильную финансовую ситуацию. Но и есть такое значение, помни, рука дающего завтра может быть рукой просящего. Кто знает, может быть, вот это завтра наступило, и вы сейчас думаете о том, как же мне выйти из какой-то патовой финансовой ситуации, потому что я кому-то помог или помогла, для себя как будто организовав какую-то проблему. Но есть финансовый вопрос. Он у вас стоит, тем не менее, на первом месте. Может быть, что-то еще, сейчас узнаем. Финансы, благополучие, дом, правда, все то, что я сказала, это разочаровывает. Есть, может быть, как какое-то известие, какая-то новость, которая вас так несколько выбивает из колеи, мои дорогие. И вы рады бы предпринять что-то, а удерживает именно нерешенный финансовый вопрос. Кто вы еще? Практичный человек, очень реалистичный. Знаете, вы могли пытаться быть всем хорошим, и вашим, и нашим, и пытаться, ну, закрыть какие-то вопросы в разных областях жизни, или помочь сразу кому-то, вот нескольким. И вот такая многозадачность. Или нам говорят, на самом деле у тебя часов в сутках не хватит решить все вопросы. Твоя задача сейчас сконцентрироваться на чем-то одном. Раз выпадает шестерка пентаклей, это можно сказать как подсказка, что вы можете что-то упустить, прошляпить буквально, потому что вы добрый человек. Нам доброго человека показывают, который всем помогает. Он уже сам никакой. Он уже сам или буквально от усталости, когда света белого не видит, или какой-то вопрос свой не может решить, его оставляет на потом, а решает чьи-то другие вопросы. И вот эта карта иллюзорного успеха. Вас на все не хватит. Вот нам говорят, о чем карта. Скорее всего, раз вы смотрите это видео,
Вы где-то сами уже пришли к этому выводу. Или такие мысли вас посещают. Что еще? Кто вы? Что нам о вас скажут? Вы умеете зарабатывать деньги. Это, знаете, это как вам такое испытание, чтобы вы не ставили себя на второе место. Какая-то вообще, в принципе, эпоха вашей жизни, этап жизненный тоже завершается. У вас карта трансформации. У вас сейчас действительно, у каждого по-своему. Или это в непредвиденных событиях, или каких-то обрушившихся на голову новостях, или когда последнее время, знаете, как пространство уплотнилось. Сегодня одна какая-то новость, завтра что-то опять на голову сваливается. И вы, может быть, где-то в заминке от того, что с чего начать. А тут все равно судьба находит выход. Правда, вот знаки судьбы нам и говорят, что ты что-то завершаешь. И хочешь или нет, судьба находит выход. Но на этапе теперешнем искусство мелких шагов. Не торопись. Умей услышать, увидеть себя, прочувствовать, что для тебя сейчас в приоритете. И где-то по 13-му аркану мы не должны собой рисковать. И, может быть, у кого-то из вас финансовый риск. Что нам еще расскажут о вас карты? У кого-то из вас завершается одна ситуация, вы даже это чувствуете. Может быть, это смена направлений в плане вашего участия в каком-то деле, вопросе. Или это может быть, когда вы меняете работу, направление деятельности. Для кого-то из вас направление в личной жизни меняется, и здесь у каждого по-своему. Есть период ожидания. Значит, вы бы рады что-то ускорить. Может быть и так. А ускорить не получается. С чем-то определиться. Вы уже вроде бы определились. И, может быть, какое-то время вы и раздумывали даже долго. А здесь еще дополнительные сведения приходят. И вас вынуждает это уже вторично. Кого-то ожидать или оформление документов ожидать. Или не так быстро вы можете совершить вот этот переход. Или для кого-то из вас по части личной жизни, ваших близких людей, ваших родственников, там происходит какая-то тоже трансформация. И здесь все вместе. Как совпали периоды, когда мне нужно бы и заниматься своими делами, и приходится заниматься делами людей, которые мне дороги, близки, которых я люблю. Что еще в вашей жизни происходит сейчас? Какая-то история с прошлого, карта ностальгия. Вы можете о чем-то сожалеть, вы можете сожалеть о том, что упустили время. А карты нам говорят, нет, тут всему свое время. Есть какие-то воспоминания по шестерке кубков, карта прошлого. Или это тех людей, пусть это не обязательно прошлое, могут проходить наши действительно родственники, у кого-то далекие родственники, друзья. Или люди на расстоянии, может быть, ваш близкий человек на расстоянии, и вы ожидаете, когда вы съедетесь, и что-то не можете пока убыстрить. Обстановка такова. Но помимо всего прочего, есть еще какой-то, может быть, денежный вопрос для того, чтобы куда-то отправиться или встретиться. Вы должны оформить документы или решить финансовую тему. Но это карта искренности, искренних отношений. И людей, которых любим мы, которые любят нас. И семерка мечей есть какой-то или хитрость, или обман, или вы кому-то не доверяете. Может быть, вас очень часто подводили люди. Или по части, вот, кстати, да, кого-то из ваших, даже близких или друзей, когда вы впряглись в решение какое-то или в помощь, дело, и тут вы вдруг осознаете, что вообще я себя поставила или поставила на второе место, в итоге мои дела хуже некуда идут, а в принципе у человека все неплохо. Наверное, я зря доверял или доверяла. Но почему-то есть какой-то момент такой, который может свидетельствовать о недоверии с вашей стороны. Может быть, это было, ну, как и предательство какое-то, но вы простили. Или была какая-то нечестность по отношению к вам, но вы тоже сумели забыть, простить. Вот я могу предположить, не случайно выпадают две карты: королева кубков и шестерка кубков. Здесь могут быть близкие люди, правда. И вот вы сейчас снова в какой-то вопрос буквально впряглись или кому-то оказываете помощь и понимаете, что моя-то жизнь, она проходит мимо.
Совершенно неожиданно для меня. Хорошо. Кто вы? Давайте еще несколько карт достанем, потому что нам все больше обрисовывают какую-то ситуацию, насколько это подходит. Так вот, кто же вы, мои дорогие, кто смотрит меня сейчас? Вы настроены, по крайней мере, на данный момент, вы серьезно обдумываете вопросы. Любые, но концепция ваших вопросов все равно сводится к одному. Как мне красиво выйти из какого-то конфликта или не создать этот конфликт, не создать конфронтацию, от чего-то отказаться и при этом сохранить собственные принципы, может быть, финансы или свое собственное положение, чтобы можно было двигаться дальше. Как мне не создать, по сути дела, пировую победу? Кто вы? У кого-то здесь и вопросы, связанные с детьми, или какая-то ваша новая идея. Что еще? У кого-то могут переплетаться и вопросы действительно по документам, по деньгам, с законом, или оформление каких-то бумаг. А может быть, мои дорогие, вы какую-то бумагу подписали. Вот это 6 пентаклей и аркан справедливость. И теперь вы думаете, как это мне аукнется. Может быть и так. Или для кого-то из вас по части личной жизни была какая-то история, а теперь вопросы вам приходится решать в суде. Может быть, это прежде была любовь, а потом было утрачено вот это взаимопонимание полностью, и отношения развалились фактически. И как и вопросы финансов, как и вопросы, может быть, по жилью надо сейчас решать. Но есть какой-то момент, может быть, в вашей ментальности или в разных подходах и видении жизни, когда у вас все равно есть по какой-то части сомнения. Мне чего-то не договаривают. Или я еще не знаю конкретно какую-то обстановку, прежде чем на что-то согласиться. И получается, у вас два направления, вот кто сейчас смотрит. С одной стороны, нужно выяснить что-то по отношениям, или их, может быть, закрыть, расставить все по местам, или найти взаимопонимание и продолжить, а с другой стороны, еще одновременно решить финансовый вопрос. Вот как-то так. Давайте мы посмотрим, что ждет в ближайшем будущем. Мы отложим пока карты Таро и разложим с вами карты пасьянса. Я не очень хорошо ими владею, мои дорогие, поэтому для меня образы совершенно новые по этим картам. Поэтому быстро так сориентироваться по увиденной картине или картинкам я не смогу, некоторые заминки. И вы тоже смотрите, пожалуйста. Напишите, если я что-то пропустила. Мы с вами обсудим. Буду вообще благодарна вашим комментариям, что вы думаете по поводу пасьянса. Я знаю, что у меня на канале есть люди, которым очень нравятся именно пасьянсы. Ну, это, может быть, любители такие односторонние, не всем нравится, потому что есть и такие, которым совсем не нравится. Ну, вот я буду в любом случае, мы все разные, что тут говорить. Буду благодарна. Итак, что же для вас? События ближайшего будущего. Как изменится ваша жизнь? Что ждет в ближайшем будущем? Смотрим. Выложу сразу второй ряд. Вот интересно, не вижу я совпадений. Перемены вас ждут, мои дорогие. Часы – это перемены. Что вас ждет в ближайшее время, в ближайшем будущем?
Вот интересно, то в этом пасьянсе столько много совпадений бывает, или же вообще практически нет ничего. Вот достали достаточно много карт, сейчас продолжим, но пока не показывают нам какую-то общую картину. А вообще, почему не показывают? Вот теперь, да, смотрите, совпала свеча, часы. Это перемены. Вот действительно, тут что-то будет меняться в вашей жизни. Но каковы бы ни были, мои дорогие, перемены, посмотрите, все именно к спокойствию, умиротворенности, полному согласию с самим собой. Когда впереди вас ждет более спокойный период жизни. Когда вы можете вздохнуть свободно. Без вот как раз тех, может быть, проблем, закрыть их, которые вы сейчас имеете. И в целом вас это, безусловно, будет радовать. Может быть, нам не говорят, насколько долго. Возможно, это как какой-то временный период, передышка своего рода. Но это будет. Смотрю, что тут у вас еще, может быть, совпало. Пока перемены и спокойное течение жизни. Или, в принципе, перемены к спокойному течению жизни. Карта может также говорить, ты куда-то не торопись. Я смотрю, и вы, пожалуйста, тоже смотрите. Чего бы ваш вопрос ни касался, все равно карты не видят какой-то турбулентности. Мы с вами будем продолжать. Перемены есть, нам сказали, и спокойное течение жизни. Окей, давайте узнаем на картах Таро. Что же это за перемены? Как изменится ваша жизнь? Что вас ждет в ближайшее время? А вы куда-то отправитесь? Или сама по себе карта заслуженного успеха, она предупреждает, что придется пройти какой-то этап вашей жизни в одиночку, когда вы можете надеяться сами на себя. Но по сигнификации у нас сильные люди, которые умеют зарабатывать, которые умеют создать свое благополучие, обустроить свой быт, которые сами надеются, в принципе, на себя. Может быть, это куда-то переезд далеко или какая-то важная встреча. Успех у вас будет, он как будто запрограммирован, вот как знак судьбы. Так оно и есть по шестерке мечей. Но это будет не завтра. К этому придется прилагать либо усилия, либо как-то по-новому, мои дорогие, отстраивать свою жизнь, организовывать по-новому свою жизнь. И к этому надо быть готовым. Что еще? Какие перемены? Правда, спокойное течение жизни, когда мы складываем оружие, мы можем отдохнуть. Прекрасный период, когда мы должны правильно, как оценить обстановку, куда-то не спеша. С одной стороны, это пауза, и эта пауза нужная, чтобы с чем-то не погорячиться или какую-то информацию, вопрос решить более точно, или получить недостающие знания. Ведь тут меня смотрят, каждый свое что-то задумал. И вот в таком спокойном режиме у вас где-то действительно в ближайшее время видят карты, как ни странно, перемены к более умеренному, размеренному периоду, или у кого-то из вас, и я не могу это отрицать, тоже кому-то придется заняться либо своим здоровьем, пройти обследование или стоматологию какую-то, допустим, для себя уже начать и закончить, или какие-то еще вопросы по здоровью, может быть, связаны не совсем с вами. У нас в колоде Таро на сигнификацию выпадали близкие. Карта, которая сигнифицирует как раз близких людей, две карты точнее. И у кого-то из вас это будет связано, что вы куда-то поедете, потому что нужно за кем-то ухаживать. Вот кто-то и меня смотрит, ну, может быть, вы и не поедете, или это будет означать, как вы будете перемещаться в одной местности, но ездить вам придется регулярно, или участвовать как в жизни какого-то человека. Такое тоже могу предположить, и это будет своеобразная пауза. Ну, давайте, каковы же еще изменения?
Каковы перемены? Ну, есть какие-то уже и планы. По пажу жезлов это наши намерения и цели. Каковы еще перемены? Опять ожидания, мои дорогие. Да, правда. У кого-то вы не сможете быстро как-то изменить обстановку. Вот интересные перемены. И ведь карты Таро, они, по сути дела, мои дорогие, повторяют нам все то, что выпало, часы перемены и вот это спокойное течение жизни. Странно. Неожиданно совершенно для меня. С чем вы столкнетесь в ближайшее время? События. Что вас ждет? Ожидание нам понятно. Что еще? Может быть, вот этот период своеобразный, неспешный, повторюсь, вот эта 4 мечей и может проиграться, когда сознательная пауза, мне нужно смотреться, мне нужно разобраться, мне нужно определиться в новой местности, у кого-то проиграется так. Или мне нужно определиться с новым делом, мои дорогие, с новым видом творчества, с новым способом заработка, и солнце вам уже обещают. Или мне нужно обустроиться на новом месте, вот конкретно, где-то далеко, и это сопряжено с тем, что и менталитет даже другой. Мне себя даже надо действительно организовать как-то иначе. Каковы же тогда события? Что вам ждет в ближайшем будущем? Что потом? Что следом за картой Солнца? Чего это касается? Еще один старший аркан. У кого-то из вас переезд очень далеко. По этой карте нет ничего невозможного. По этой карте мы получаем то, что мы заслужили, безусловно, но эта карта итоговая, и нам говорят, хочешь быть популярным? Пожалуйста. Если ты хочешь заработать денег, пожалуйста. Если ты хочешь добиться в профессиональной деятельности как новой должности или признания твоей экспертности, тоже, пожалуйста, нет ничего невозможного по этой карте, повторюсь. И для кого-то это будет означать просто как действительно переход либо к новой должности, к новому занятию. Для кого-то вы осуществите переезд. За этим последует период своеобразной статики, который совершенно необходим, чтобы по-новому организовать свою жизнь. Но в последующем развитии карта Солнца, карта Мир. Когда мы получаем то, что мы хотим. Да, по аркану Солнца это где-то траектория на полгода. Это карта выбора правильного направления. Вы с чем-то очень правильно определитесь. И если даже у вас сейчас какие-то непонятности в вашей жизни или что-то становится помимо вашей воли на паузу, значит, вас судьба такими знаками, дорогами ведет к тому, что первое, произойдет все в свое время. И второй момент, что неспешность или спокойный ритм жизни для вас совершенно необходим для адаптации. Так, а как сложится ваша жизнь потом, в дальнейшем, в ближайшем будущем? И вам тоже придется, вы снова где-то столкнетесь с той проблемой, которую решаете сейчас. Многозадачность или какая-то иллюзорность. Или когда вы никак не можете что-то начать. Может быть, мои дорогие, кто меня сейчас смотрит, это либо ваша доброта, когда вы хотите помочь всем и всюду, либо это какая-то история по части личной жизни, но пусть она будет в другом каком-то ракурсе. У вас будет выбор, безусловно, но вы будете поставлены перед выбором, когда вы либо себя выбираете, на первое место ставите, либо вы окунаетесь в ворох каких-то дел. А свое какое-то намерение вы можете забросить. У вас будет такое испытание. Это на выдержку, на прочность, на веру в собственную мечту. Это из разряда «от себя не убежишь». И несмотря на то, что прекрасные карты ложатся, снова будет какой-то риск повторить какую-то ошибку. Что еще? Как изменится? Вот посмотрите. Будет какая-то ситуация по части денег. Или нам карты говорят, если ты сегодня какой-то вопрос не закроешь и оставишь его на потом, он тебе вернется. Или могут вернуться какие-то вопросы, связанные с вашим прошлым или с людьми из прошлого. Поэтому было бы неплохо, чтобы в выборе вашего
направлении или в каких-то ваших возможностях не было возврата к тому, что вам сейчас мешает. Для меня совершенно неожиданный расклад. Но ведь они подводят вас к итогу, что вы что-то должны завершить сейчас, чтобы вам это не мешало в будущем. Давайте мы тогда с вами спросим, что вас будет радовать. Вот это солнце, чего оно будет касаться? Какие бонусы? Что для вас положительного будет? Если уж нам опять про какой-то выбор говорят. Что будет положительного? У вас действительно будут деньги. Вы сумеете как закрыть долги. Вы сумеете отстроить свой бизнес. Если он пробуксовывает, он у вас каким-то образом выровняется. Да, может быть, это будет не быстро. Все-таки обе карты, как и часы, точнее, два значения, так и свеча, это не говорят нам о том, что это что-то прямо так молниеносно происходит. Но это то, когда надежно, спокойно, уверенно, когда мы сами себя, находиться в гармоничном состоянии души. Это всегда великое благо. А по девятке кубков это карта эгоиста. Нам, кстати, дают сразу совет. Будь немножко эгоистом, если ты хочешь, чтобы какая-то история твоя не разрушилась. Или какие-то твои приложенные усилия, они состоялись и продолжились, мои дорогие. Тут самодостаточный человек нам показан на этой карте. Да, так бывает, когда нам не помешает себя поставить на первое место. Что же еще? Как изменится ваша жизнь? Что по части Солнца? Вы можете как раз научиться быстро работать с информацией, не включаться в какой-то вопрос, правильно оценивать обещания людей и свои собственные намерения, быстро различать, где правда, где ложь, что же еще изменится. Будут какие-то, может быть, и вопросы по части детей, но как-то вы или какая-то радость в вашей жизни будет, когда вы сможете порадоваться как за них, так и за самого себя. Если детей в принципе нет, это где-то карта хорошего настроения. Не такая крупная карта, но какие-то приятные моменты как будто ожидаются. И снова нам карта напоминает, что нужно закрыть дверь в прошлое. Иначе могут быть опять же попытки, посмотрите, можно ведь теперь вот эти три карты трактовать так, если мы говорим про девятку кубков, карта эгоиста. И посмотрите, нам уже третий раз показывают про какую-то историю, когда какая-то неразбериха, турбулентность, нам надо с этим разобраться. Или есть какая-то многозадачность по пятерке жезлов, да, спорная информация. Нам снова, вот как и здесь, да, выпадал паж и ожидание. И здесь опять возврат к прошлому и снова паж. Вас, понимаете, мои дорогие, какая-то история, ну вот действительно тут как по судьбе, знаки судьбы. Мы задали такой вопрос. Вас, наверное, жизнь повторяет, точнее, вам какую-то одну и ту же историю в разных ракурсах, в разных направлениях. Но если посмотреть на это непредвзято, знак судьбы в том, что ты не должен себя поставить на второе место, а кого-то на первое. Ты не должен подумать из даже лучших мотивов и побуждений о ком-то, а о себе в последнюю очередь. Потому что ты себя этим буквально разрушаешь. Ты себя каждый раз возвращаешь к какому-то абсолютному нулю. Или твое дело не продвигается, или твоя мечта все никак не сбудется. Вот хотите верите, а хотите нет, мои дорогие. Ну, когда попадают такие карты не первый раз, так вот для вас это как карма. Это как знаки судьбы. Пока ты не совместишь свои намерения с помощью кому-то, не совместишь именно с позицией, когда сначала я решаю свои вопросы, а потом я помогаю кому-то. Может быть, кому-то сказать нет, ведь все-таки десятка мечей, она говорит о том, что мы закрываем дверь в прошлое, правда? Поэтому какая-то история может и вами должна быть очень правильно оценена, потому что у вас тут могут быть совершенно грандиозные навыки, и грандиозные какие-то качества. Вы можете очень большого успеха добиться, изобилия, процветания. Но вас каждый раз отбрасывает назад, потому что по какой-то причине, может быть, вы только наберете уже какой-то темп, а потом бац, что-то происходит, или вы очень добрый человек, и вы опять включаетесь в какой-то ритм
тех дел, которые вам не нужны. Или вы начинаете свое творчество, хобби, а потом, может быть, вы на 2 работах работаете. У кого-то через работу такая ситуация может проиграться. И когда нужна помощь, а вы тот, кому можно всегда обратиться, хоть днем и ночью. Вот нам такого человека показывают. И значит, вы быстренько, даже не успев додумать, а какие мои были планы, или что у меня сегодня, а что у меня будет завтра, вы спешите на выручку или кому-то помогать. Вот интересно. Давайте мы достанем карты совета. Переворачивалась карта. Это карта уединения. Для кого-то из вас уединение имеется в виду, когда мы закрываемся немножко. Вот может быть какая-то закрытость, она для вас необходима. По этой карте говорят, ты должен откликаться только на то, что тебе угрожает, первое. Или второй момент, то, что тебе наоборот способствует, но ты можешь упустить. В остальном держи руку на пульсе, тебя ничто не должно застать врасплох. На каждый вопрос у тебя должен быть ответ. Ну, где-то надо контролировать ситуацию самого себя. Карта совет. Не упустить ваше солнце. Вот интересный расклад. Да, тут быть реалистом и признать себе самому, что какая-то ваша стратегия, тактика, она неправильная. По этой карте мы должны признать ошибку. И, может быть, с кем-то не создавая конфликта. Все-таки у нас по пажу мечей нам показан паж, молодой человек. Он таким взглядом остро напряженным смотрит, он уже готов с кем-то разобраться. И, в общем-то, меч приготовил. А на мече сидят 2 голубя. Нет, не время конфронтации. И у нас уже карта нам об этом говорила. Карта совет. Что еще? Как изменится ваша жизнь. И только тогда изобилие, процветание, мои дорогие. Изобилие, процветание, решение финансовых вопросов, решение по части жилья, реализация каких-то собственных планов, по сути дела. Это вот как раз то, что соответствует и карте мир, и карте 9 кубков, и, безусловно, солнцу. Хорошо, если вы поставите себя, вот сделаете такую, проведете метаморфозу на первое место, как изменится ваша жизнь в ближайшее время? А вот тогда что-то будет меняться. Знаете, тут как пространство, правда, ждет, пока вы сделаете какой-то важный выбор. И по аркану нулевому это нужно из какого-то хаоса создать порядок. Как изменится ваша жизнь. У кого-то может быть конкретный человек, который рожден по знакам зодиака, стихии воздуха. Это близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, или для кого-то нужно, нам уже выпадали подобные карты, нам говорили, там был старший аркан справедливость. Иногда проходят юристы или высокие чиновники. Это когда мы согласовываем документы, оформляем важные бумаги и что-то делаем по закону. Вот вам организовать свою жизнь и что-то оформить по закону. Изменится ваша жизнь. А вообще это еще большой реализм. Как изменится ваша жизнь в ближайшее время. Нам опять выпадает аркан умеренности. Вы знаете, тут все произойдет действительно в свое время. И я бы сказала, вот кто меня сейчас смотрит, карты больше нас ориентируют не на какие-то, знаете, турбулентности нашей жизни или обстоятельств, а как раз возможные паузы из-за того, что мы неправильно оценили обстановку. Да, оно приходит к вам, ваше, не заберет никто, но в какой-то период вашей жизни вам придется определяться, вам придется не оглядываться назад. И если вот вы проходите как новую какую-то организацию, по сути дела, своей жизни, потом по аркану умеренности у нас и наступает гармония в душе. Хотя и по всем этим картам я тоже не вижу, что что-то вам либо угрожает, это уж точно, или вам бы что-то мешало. Вам мешать может, как я уже сказала, вы сами, ваша доброта. Как изменится ваша жизнь? Тут что-то изменится в личной жизни, мои дорогие. По этой карте вы как раз и согласуете вопросы эмоций, вопросы ваших чувств и вопросы финансов. Финансы
имеют место быть, нам это говорили. Или для кого-то из вас, у нас вот выпадает тут уже пара, конкретно вы решите какой-то свой вопрос, который сейчас у вас, может быть, стоит на повестке недели, дня, то, что, может быть, останавливается в каких-то решениях, важных согласованиях, мои дорогие. Но все карты – это как организация жизни по-новому, повторюсь, спокойное течение жизни и где-то наши близкие. И тепло домашнего очага, жизнь в паре для тех, кто один или одна, значит, к примеру, решая какие-то до бесконечности вопросы работы, вы не сможете построить свою личную жизнь. У кого-то ведь об этом говорят карты. Или без конца откликаясь на какие-то заботы ваших друзей или какое-то участие. Отменяю, может быть, ваши встречи, которые романтические, или просто себе вы говорите, ну, я вот сейчас это сделаю, а потом я уже займусь собой. И вот это потом никак не настает. Но если вы принимаете вот эти решения, как нам показали карты, как раз вот эта гармония, как и в вас самих, в вашей душе, так и в вашей жизни, в принципе, баланс сам по себе наступает. Когда вот это счастье, оно у вас практически на пороге. Но основная задача, как изменится ваша жизнь, да, или мы спрашиваем, как изменится моя жизнь, она будет или начнет меняться только тогда, как нам уже сказали, когда вы примете важное решение, когда вы признаете какую-то свою ошибку по части многозадачности. Я вижу, по крайней мере, так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.